Салям алейкум, друзья мои! Я рада приветствовать на своем канале. Вот я в очередной раз засиделась и решила приехать в Махачкалу. И сейчас я нахожусь в главной мечети Махачкалы Джума Джами. И чтобы женщине, туристке, не исповедующей ислам, сюда попасть, ей надо облачиться в соответствующее одеяние. Кстати, очень красивое и очень комфортное. Вот отсюда, с этого прекраснейшего, красивейшего места, я и начну свой рассказ, свой недолгий рассказ о Махачкале. И тут ко мне подошел мужчина. Впоследствии узнал, что его зовут Маджид. Это Пандор. Да. А это как называется? Это мандалин. Все-таки вот когда приезжаешь в Дагестан, сразу идем к коньякам. Давайте. Те 15 лет, Багратион 20 лет, Петр Великий 25, император 30, Сараджев 35. Тут тебе и дворцы султан, и какие-то средневековые замки. Вообще Махачкала, у меня создалось ощущение, построена по принципу «сам себе архитектор». Здравствуйте. Мечеть? Да. Проходите. Сейчас я единственное, вам что вообще нужно? Вот расскажите, что я должна надеть? Я должна надеть, снять обувь в мечети. Я должна снять обувь. Да. Так, и надеть. Теперь нужно будет одеть халат. Вот так. Чтобы не было видно ничего, кроме алого лица и кистей рук. И все. Теперь вам нужно будет снять Шляпу. Да, теперь одеваем такой шарфик. Вот здесь у нас имеются кнопочки тоже. Закрепляем. Удобно? Очень хорошо. Видите, вот так. Вот. Все нормально. Превратила. Мне очень нравится. Красиво, реально. А какого года мечеть? 33 года. Ей исполняется в этом году, в 1991 году начали строить, и в 1995 году завершили. Официально уже она была открыта в 1997 году. Вот. Вообще она является одним из самых больших мечетей в Европе. И аналогом тоже этой мечети является, которая находится в Стамбуле, Голубая мечеть. Вместительность изначально здесь была на 8 тысяч человек. От того, что не хватило мест, там боковые части пристроены. Сейчас на данный момент уже около 17 тысяч человек уже вместительность здесь идет. Вот. Вообще начали строить, ну, как я уже сказала, да, вообще спонсировали строить этот мечеть одна семья из Стамбула. И в честь их сына назван этот мечеть, тоже звали его Юсуф Бей Джами. Вот. Ну, в принципе, еще что вам рассказать? Спасибо, очень интересно. Пойду смотреть. Вот такая я красавица.
Ребят, у меня отвалился держатель для микрофона. Ну, вот этот винтик, который закрепляет. И я стояла на улице, искала. И тут ко мне подошел мужчина. Впоследствии узнала, что его зовут Маджид, который сначала начал со мной искать этот винтик, а потом сказал: пойдем ко мне в мастерскую, сейчас я тебе все отремонтирую. Вот такие добрые люди живут в городе Махачкале. Ух ты, смотрите, какой дворик. О, такой старый махачкалинский дворик. А кто вы? Чем вы занимаетесь? Всякие чиним, Что чините? инструменты эти делаем. А, вы музыкальные инструменты делаете? Чините, вернее, да? Или делаете? Делаю, да, чиним. А это как называется, вот, кстати, вот этот Это пандор. пандор? А вы на нем сыграть можете? Сколько у вас тут штук всяких разных? Это уже не то. Смотрите, у Меджиты старые кассеты музыкальные и магнитофон, на котором он слушает. А что вы, кстати, слушаете? Хочу терять сердце берегу, Такие хорошие песни. смотря в твои глаза, видно Это Тимур. Кто это? Тимур. А, спасибо вам большое, здоровья вам. На улице Махачкалы висят правила нахождения на территории Дагестана. Это правила имамата. Согласно этим правилам нельзя материться, оголяться, мусорить. И обратите внимание, быть трезвым тоже нельзя. Итак, вот мы заглянули в магазин «Багратион». Даже вино есть. Это дагестанское вино? Да. У нас большой ассортимент белые и сухие вина. Вот, например, шардоне, констели. Давайте я поставлю их рядом. Вот савиньон, олиготе. Олиготе повторяется во многих наших дагестанских винах. Разные заводы. Вот, но все нашего Дагестана. Потом рислинг. А давайте мы сразу ценами будем называть, народу надо... 230 рублей. Ребята, 230 рублей шардоне. Это же просто прелестно. Жалко, что я срочно Это у нас Дербентский коньячный комбинат развивает белые и сухие вина. Это новый завод Дикаспика Яралиева завод. У них большой ассортимент. У них и белое сухое, и белое полусладкое, и красное полусладкое. В общем, на любой вкус. Да, вот есть дербентское шампанское. Да, Дербентский завод игристых вин. Это старый завод Дербента. Этого завода получается вино, вот эта линейка с белой этикеткой. И игристое вино сейчас называют их. Так, шампанское, ну игристое вино, да, 240. 200. Ну, вот самое дорогое получается 240 рублей. Это золотое и розовое брют. И Дербентский завод Дербентский. Дикаспика. Игристые, вот, пожалуйста. Тоже большая у них линейка, большой ассортимент. Вот эндемы, серия новая, 340 рублей. У них идет белое сухое кацтели, белое сухой савиньон, как просека. Наша дагестанская, пожалуйста. Так, ну давайте коньяки. Все-таки вот когда приезжаешь в Дагестан, сразу Давайте идем к пройдем тогда коньякам. к коньякам. Давайте. Ой, нет, вот я вина больше люблю, хотя мне тут угощали коньяками, я и коньяки полюбила. Так, ну давайте. Сейчас я пробегусь, ребята, посмотрите. Коньяк у нас огромный ассортимент. Да, огромный, У нас в самом два деле. больших завода. Это Кизлярский коньячный завод и Дербентский коньячный комбинат, пожалуйста. Ну, давайте с Кизлярского начнем. Кизлярский просто, да, у них большой ассортимент, у них от 3 лет коньяк. Вообще идет Кизлярский 3 года, 4 года, 5 лет, 6 лет. Здесь линейка повторяется, 3-летний, 5-летний, то есть вот эта тройка, пятерка повторяется, только меняет этикетку для ассортимента. Также платан, тройка, пятерка повторяется.
новое оформление от завода. Выше у нас идет элегант 8 лет, кизляр 10 лет, Дагестан 13 лет. Хорошие марочные коньяки с шоколадным привкусом. И вот Россия Багратион. Всегда мы их знали в бутылках 0,7 и стали как эконом-вариант, как пробники разливать 0,5. Цена тоже приемлемая. Коробки. И вот самая сейчас популярная серия, самый распространенный марочный коньяк, это наш дагестанский, начинается он, значит, от России. Россия 15 лет, Багратион 20 лет, Петр Великий 25, Император 30, Сараджев 35. Все хорошие наши марочные коньяки разливают 0,5 посуде. Мюзли называется Тара. Все вот с такими подарочными коробочками, пожалуйста. Вот. Также мы отдельно заказываем для этой тары деревянные коробочки. Если мы плавненько перейдем на вот эту полку, вот, пожалуйста, деревянные коробки. Ну это отдельно. уже для очень дорогих гостей. Да. Также есть и вот такие наши умельцы делают. Прекрасная смотрите. серия, мы подписываем их мюзле, коллекция, серия марочных коньяков, пожалуйста. Сюда можете сами выбрать отдельно коньяк, а коробочка, она универсальная. А это, получается, коньяк со стихами Расула Гамзатова? Да. Там любые мы коньяки ставим. Друзья, если вы не так, как я, летите с ручной кладью, то я вам очень рекомендую вот что-то из этого выбрать. Но реально надо выбирать в хороших магазинах, тем более цены очень, ну не на все, но есть на хорошие коньяки, на вина очень демократичные, так что, в общем... А если с ручной кладью вы к нам приезжаете, прилетаете, правильно, да, то мы отправляем транспортной компании деловые линии СДЭК. То есть вы у нас покупаете, выбираете, мы упаковываем и отправляем с магазина в транспортную компанию до ваших дверей. Вот так, друзья. В общем, везде есть выход. Везде есть выход. Да. Спасибо. Я нахожусь на самой большой площади Махачкалы, на площади Ленина, которая раньше называлась площадью Сталина. Ну и по старой советской традиции здесь сидят руководители и республики, и Махачкалы. Вот видите, у меня за спиной очень красивое, кстати, здание, такое белое, воздушное, с очень красивыми декоративными панно, оставшимися еще советского времени. Там сидит руководитель республики Дагестан. Вот. А напротив, я могу предположить, я не рассматривала, напротив, за Лениным наверняка находится администрация города Махачкалы. Площадь большая. Тут сюда же, кстати, выходит и мечеть, и православный храм, и, по-моему, медицинский университет, и дом профсоюзов. То есть здесь такая тусовка всех руководителей и таких умов столицы. Поэтому площадь производит впечатление масштабами, чистотой, красотой. Ну, в общем, крутая площадь. Мне понравилось. Если с центром Махачкалы довольно такого грязного, полуразрушенного, потрепанного, вы попадете на улицу Некрасовой окрестности, то вы увидите мир роскоши и богатства. Такое впечатление, что владельцы домов соревнуются друг с другом, у кого яйца больше. Тут тебе и дворцы султана, и какие-то средневековые замки, и всякого рода разной стилистики дворцы, но все это как-то чересчур. Все это как-то на показ. Всего этого как-то много. Поэтому, если вам хочется посмотреть... сейчас, секундочку, перейду. Если вам хочется посмотреть на парад богатой жизни на фоне, в общем-то, достаточно бедно живущей Махачкалы, то сходите. Может быть, вам это понравится или будет познавательным. Ну вот, друзья, и закончилось мое однодневное путешествие по Махачкале.
Хочу сказать, что если вы решитесь путешествовать по Дагестану, и у вас будет выбор включать Махачкалу в этот маршрут или не включать, я хочу сказать, вы немного потеряете, если не включите. В общем, Махачкала – это не самый интересный город, не самый чистый город, не самый атмосферный город. Здесь очень мало достопримечательностей, нет таких очень красивых зданий, нету старого города с какими-то интересными улочками, домиками и прочее. Вообще Махачкала, у меня создалось ощущение, построена по принципу «сам себе архитектор». Кто как мог, тот так и строил. И в большинстве своем архитекторы не самые талантливые. Поэтому Махачкала, честно говоря, не произвела на меня никакого сильного впечатления, кроме хороших, очень доброжелательных и милых людей. Единственное, о чем я пожалела, в понедельник все музеи были закрыты, поэтому я ничего не могу сказать о музеях, но если вдруг у вас несколько часов в Махачкале свободных есть, я думаю, стоит сходить в эти музеи, узнать про культуру и традиции Дагестана, чтобы потом вживьем их увидеть в горных селах и в горных аулах. А вот именно туда надо ехать, в горы, смотреть на красоту природы, на людей, которые живут в горах, потому что там истинная настоящая атмосфера Дагестана. Ну все, друзья, я с вами прощаюсь. Если вам понравилось то, что я сделала, может быть, это не самый яркий выпуск, но все, что я увидела, обо всем рассказала, поставьте лайки, поделитесь, что напишите о своих впечатлениях. Может быть, вы здесь были и видели то, что не видела я. Вот. Так что я с вами прощаюсь. Пока-пока.